Друзья, сегодня мы предлагаем восхититься разумностью матушки природы и неразумностью некоторых обезьян. В отличие от нас, людей, животные живут в гармонии друг с другом, вне зависимости от цвета кожи. Встречайте белого носорога, известного также как широкомордый носорог. И он является одним из крупнейших наземных млекопитающих. Эти впечатляющие животные обладают уникальными чертами и занимают важное место в экосистемах Африки. Белый носорог является вторым по размеру сухопутным животным после всевозможных видов слонов. Длина тела этого гиганта доходит до 4 метров, а рост до 2 метров. Конкурентом по весу может стать только трактор, ведь весит этот гигант от 2,5 до 5 тонн. Кожа грубая и жесткая. Она защищает его от москитов и палящих лучей солнца. Живет гигант около 40-50 лет. Кстати, назвать нашего африканского друга белым можно лишь отчасти. Люди опять все перепутали. Популярным название вида стало в англоговорящих странах. Тогда европейцы исказили бурское слово «широкомордый» на «белый» только потому, что они были похожи по звучанию. Однако в защиту жителей Туманного Альбиона стоит отметить, что по сравнению с черными носорогами, белый действительно выглядит светлее, хотя цвет его кожи скорее серый. А теперь поговорим о главном достоинстве этого великана – роги. У носорога их два. Задний рог по сравнению с передним развит очень слабо. Главная же функция передней громадины – раздвигать растительность во время движения и кормежки. Максимальная зарегистрированная длина этого агрегата 1,5 метра. Также интересно и важно знать, что рога носорога состоят не из костной ткани, а из кератина. Это делает рог более близким к волосам, нежели к кости. Белые носороги делятся на два подвида. Южный белый носорог населяет Южную Африку и является более многочисленным подвидом, и северный белый носорог когда-то обитал в Центральной Африке, но теперь находится на грани исчезновения. В дикой природе осталось лишь несколько особей, и все в неволе. Теперь поговорим о еде. Кушают белые носороги, в отличие от своих черных родичей, подножную растительность, а не листву кустарников. Особенность питания сформировала и главное анатомическое различие этих великанов – широкую и плоскую верхнюю губу. Благодаря ей во время пастьбы носорог скусывает травку у самой земли. К тому же острый ороговевший край нижней губы возмещает отсутствующие резцы. При том, что носорог кушает травку, считается, что сила его укуса самая большая среди всех млекопитающих. Поэтому, когда за вами будет по Африке бежать носорог, присмотритесь к его рту. Тогда вы точно сможете отличить, кто за вами гонится – черный или белый носорог. Ритм жизни носорога зависит от погоды. Если жарко, они спят. Когда зной спадает, выходят на кормежку. Самцы образуют небольшие группы для комфортной жизни со своими детенышами. Мужчин в свой женский кружок самодеятельности дамы не пускают. Лишь изредка принимают к себе старых самцов. И то при условии, что последние не будут нарушать личные границы. И все потому, что во время гона мужчины становятся крайне агрессивны. В полустрасти могут пострадать не только конкуренты, но и детеныши, избранные самцом пассии. Причем от этого ловеласа особо не убежишь, ведь эти носороги могут развить скорость в 50 км в час. Сам процесс спаривания изучен мало. Самцы не любят использовать свои рога в брачных поединках. Еще бы, ведь после такой драки летальный исход может настигнуть каждого из бойцов. Обычно в схватках за сердце дамы размером своего рога конкуренты лишь пугают друг друга. Ну а пока взрослые тешатся измерением своих рогов, их детки достигают этой возможности лишь к 10 годам. Период баталии обычно выпадает на сентябрь-октябрь. Самка вынашивает малыша в течение 18 месяцев. Через сутки после появления на свет носорожек уже готов к труду и обороне, а через неделю начинает питаться травой, но до года не бросает пить молоко. У взрослой здоровой самочки интервал между родами обычно около 3 лет. Из органов чувств у белого носорога, как и у черного, наиболее развито обоняние. Слух и особенно зрение играют второстепенную роль. Большинство исследователей отмечают у белого носорога меньшую по сравнению с черным агрессивность. Белый носорог обычно убегает от человека, даже не пытаясь напасть, тогда как черный часто первый переходит в атаку. Ну а теперь о грустном. О том, что носороги – это излюбленная цель для многих браконьеров, знают многие. Главным трофеем, конечно же, является их рог. И в начале 19 века популяцию гигантов изрядно сократили европейские колонисты, а чуть позже главными убийцами стали азиаты со своей натуральной медициной. Основной причиной сокращения численности белых носорогов до сих пор остается браконьерство. Чтобы не допускать дальнейшего сокращения численности, сотрудники заповедников
парков искусственно спиливают все рога носорогам, потому что так на них не будут охотиться. Сейчас популяции южных белых носорогов ничего не угрожает. В последние 1,5 десятилетия животное сначала включили в список видов, близких к уязвимому положению, но не вымирающих. Но это касается только южного подвида. А вот северный подвид можно считать уничтоженным по вине людей. На сегодняшний день осталось только 2 самочки в зоопарках. Последний самец умер в возрасте 45 лет. И у этого подвида больше нет будущего. Его забрали браконьеры ради китайских целительных мазей из рогов носорога. Эмбриологи пытаются замиксовать яйцеклетки северного и южного подвидов, оплодотворить, после чего пересадить получившийся гибрид самки южного белого носорога. Это все еще не поможет сохранить подвид, но таким образом мы сможем спасти значительную часть их генетического материала и не дать ему раствориться во времени. Что же лучше, чем ничего? А вывод простой. Поддерживайте гармонию, дарованную нам природой. Храните природу, и природа будет хранить вас. Для тех, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!